Во время празднования 12-летия близнецов мальчики таинственно умирают, и их мать, не выдержав горя, тоже умирает. Но в момент похорон, когда гроб был запечатан и опущен в могилу, шокирующая деталь раскрыла истинную причину их смерти. «Смотри, торт принесли», — радостно сказала Эвелина, проходя по залу с большой красочной коробкой. На торте были фигурки из «Мстителей», любимого фильма ее сыновей Алекса и Луки. Это был особенный день. Мальчикам исполнялось 12 лет. Эвелина жила ради них. Она поставила торт на стол, и близнецы тут же подбежали, их глаза сияли от счастья. Их бабушка, Селеста, зажгла 12 свечей, символ каждого года. Отец, Генри, выключил свет, и гости запели. Все казалось идеальным. Но через несколько минут после того, как все попробовали торт, Алекс схватился за грудь. «Мам, мне плохо», — прохрипел он и упал. Лука подбежал к брату и вскоре сам пошатнулся. Эвелина в панике бросилась к детям, но ее тоже охватила резкая боль и темнота. Медсестра, пребывавшая среди гостей, бросилась к безжизненным телам, проверяя пульс у каждого. «Ни у одного нет сердцебиения», — произнесла она, побледнев. Паника охватила гостей. Кто-то закричал, кто-то пытался вызвать скорую, но было уже поздно. Врачи, прибывшие позже, только подтвердили — смерть троих от мгновенной остановки сердца. Полиция зафиксировала отсутствие признаков насилия. Это выглядело как трагическое совпадение. На следующий день был оформлен один большой гроб. Никто не задавал лишних вопросов. Все считали, что Эвелина и ее мальчики стали жертвами неведомого несчастья. На похоронах Селеста стояла, едва сдерживая слезы, вся в черном, с белым платком в руке. Когда ей предложили организовать 3 отдельных гроба, она лишь покачала головой. Нет, они были единым целым. Разлучать их теперь все равно, что оторвать часть сердца. Был заказан один большой, сделанный на заказ гроб. Люди смотрели с недоумением, но никто не осмелился возразить. «Так, как они были вместе в жизни, пусть будут вместе и в том миру», прошептала она, положив на крышку цветок. Но правда была иной, и только Селеста знала, что на этом прощание не закончится. Поздно ночью на кладбище, в сторожке, охранник, Карлос, пил кофе. Ничего необычного. Но в гробу под землей пальцы Эвелины зашевелились. Она проснулась в темноте, рядом с детьми. Она нащупала телефон. Экран мигнул. Сообщение. «Надень маску. Дыши. Скоро мы вас найдем». Рядом был отсек с баллонами кислорода и 3 маски. Эвелина помогла детям надеть маски. Через полчаса кто-то начал раскапывать землю. Гроб открыли. Свет ударил в глаза, ослепляя после долгой тьмы. Перед ней стояли 3 мужчин в масках. В черном, без единого слова сочувствия. Один из них с низким голосом приказал: «Молчи и делай, что мы скажем, иначе вернетесь обратно». Угроза повисла в воздухе, будто дополнительный вес в гробу. Эвелина молча кивнула, прижимая к себе дрожащих детей. Всех 3 усадили в черный фургон без номеров. Машина тронулась, и вскоре свет фонарей остался позади. Тишина внутри салона казалась давящей. Никто ничего не объяснил. Их привезли в старый дом на отшибе, окруженный густыми деревьями. Внутри простая комната с кроватью, маленьким столом и тусклой лампой. Охрана стояла у входа как тени. Эвелина села на край кровати, взволнованно оглядываясь. «Пожалуйста, если вам нужны деньги, мой муж заплатит», — дрожащим голосом произнесла она. Один из мужчин в маске ответил: «Мы не ради денег. Мы ждали ее. И вот она идет». Дверь открылась. Вошла Селеста. Эвелина замерла. «Мама? Это ты? Ты за этим стоишь?» — воскликнула она. «Да, доченька, потому что ты должна узнать правду.
сказала Селеста, передавая ей телефон. На видео Генри и молодая женщина, Марианна. Они целовались, пили вино. «Теперь мы свободны. Все, что было ее, теперь мое», — произнес Генри на видео. Эвелина упала на колени. «Я доверяла ему», — прошептала она. Селеста продолжила. «Он никогда не любил вас. Я следила. Он планировал вашу смерть, но я опередила его». Селеста добавила: «Теперь ты знаешь, и ты заставишь его заплатить. Он узнает, что такое настоящий страх». Их загримировали. Эвелина с бледным лицом, распущенными волосами, в белом платье, будто из другого мира. Мальчиков нарядили в белоснежные рубашки, их лица украсили легким гримом, придающим им призрачность. Они передвигались бесшумно, словно тени, отрепетировав каждое движение. В темноте они подъехали к особняку, где в это время Генри и Марианна праздновали в роскошно украшенной гостиной. Смеясь, они обсуждали свои планы: покупку новой виллы, поездку в Европу и как легко теперь стало дышать. «Никто и не догадывается, как все было просто», — сказала Марианна, чокаясь с Генри. Он в ответ лишь усмехнулся, не зная, что в этот момент кошмар уже прокрался к его двери. Когда Генри увидел Эвелину в окне, он закричал, отшатнувшись и уронив бокал. Дети, словно призраки, пробежали мимо дверных проемов, смеясь и напевая: «Папочка, мы вернулись». Их смех эхом отдавался в стенах, будто оживляя дом. Марианна в панике спряталась под кровать, затаив дыхание. Тем временем снаружи раздался стук в дверь. Там стояла Селеста. Генри трясущимися руками открыл. «Что происходит?» — крикнул он. За ее спиной стояла Эвелина, бледная, с пустым пронзительным взглядом. Она сделала шаг вперед и произнесла ледяным голосом: «Ты можешь убежать, но не спрячешься. Мы пришли за тобой и за всем, что ты у нас отнял». Марианна, обезумев от страха, выбежала из дома босиком, теряя равновесие на мокром асфальте. Генри остался один, рухнув на колени в центре зала. Его лицо стало пепельно-серым, губы дрожали. Он бормотал: «Вы мертвы». Его руки дрожали, глаза метались по комнате. Вдруг свет замигал, и в зеркале над камином он увидел 3 силуэта. Эвелина и дети стояли позади него, не двигаясь. Он закричал, зажмурился, но когда снова открыл глаза, они исчезли. На следующее утро Эвелина с детьми и Селестой сидели в укромном домике. «Ты свободна», — сказала мать, держа в руках конверт с новыми документами. «Теперь у тебя новая жизнь, другое имя, другой путь. Больше никто не сможет причинить вам вред». Эвелина кивнула, глядя в окно, где рассвет разгонял ночную тьму. Алекс и Лука спали рядом, их дыхание было спокойным. Селеста продолжила: «Все готово, билеты, адрес, люди, которые помогут. Но ты должна быть осторожна. Генри может пытаться искать вас, он не забудет. Но теперь ты не жертва. Теперь ты — начало новой истории». В это время где-то в городе Генри сидел в пустом доме, опустошенный, с потухшими глазами. Комнаты больше не казались родными, они стали ловушкой. Каждый скрип, каждый шорох за стеной отзывался эхом в его голове. Он слышал их голоса, шепотом, словно с того света. «Мы вернулись». Зеркала были завешены, свет не включался. Он боялся увидеть в отражении их лица. Он больше не знал, где заканчивается реальность и начинается его наказание. А ночью, когда он засыпал от усталости, ему снился тот дом, тот торт и взгляд Эвелины, прощающий или обвиняющий. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Эвелины? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.